Всем привет, с вами Дэн и Aviate, микробренд, который вы хорошо знаете, который достаточно часто бывал на канале. И вот эту коробочку, эту модель я взял на, кстати говоря, Joomla в Creation Watches. Моделька меня заинтересовала, более того, я же ваш спрашивал в Телеграме, как раз задавал вопрос, какие часы из Aviate взять. И большинство из вас проголосовало именно за эту модель. Ну давайте смотреть, чего мы с вами вместе выбрали. Мне кажется, весьма интересные. Пилотские, как всегда, у Aviate. Давайте открывать коробочку. Так, ну здесь, как всегда, упаковка мощнейшая. Гарантийная карточка, Flyboy, Wingman World Timer GMT Automatic, полностью называется эта модель, и референс AV4120. Здесь все, в общем-то, уже написано, но самое главное, конечно же, часы. И здесь комплектик, ну, Aviate, он всегда дает по многу. Здесь у нас инструмент для укорачивания браслета, либо, соответственно, замена ремешка. И видите, второй ремешочек в комплекте. О, да еще и шпилечки положили, а? Шпилечки про запас. Блин, вот как вот, знаете, вот как бабушка пирожков с собой в дорогу дала. Все сразу есть в комплекте. По-моему, это здорово и приятно. Опа, опа, да, какой объемный циферблат. Вот это объем, да. На картинке, на рендере, конечно, не так, а вживую какая вкусняшка. Но не зря вы за эти часы проголосовали. Давайте сейчас тогда финально уже посмотрим, что тут еще в комплекте, что тут еще за ремешочек. Я думаю, что тканевый, наверное. Но мы с вами поглядим, чтобы уже в этом окончательно убедиться. Значит, по названию модели прошлись. AV412004, конкретно эта версия. Взял на Joomla в Creation Watches и брал их за 23 тысячи рублей. По крайней мере, на момент записи ролика этих часов в наличии нет, но я вам ссылку оставлю. Вдруг появится, и плюс, ну, могут быть другие похожие модели, например, в других цветах. Да, здесь у нас натовский ремешочек, приятный такой. Хороший, качественный ремешок. В хозяйстве пригодится, и к этим часам тоже пригодится. Но, кстати, на черном ремешке интересно. Но я пилоты, честно говоря, всегда предпочитаю все-таки на, конечно же, ну давай, маленький, слезай. Я, конечно, их предпочитаю на кожаных ремешках. Вот здесь вот то, что нужно. Серый, такой сдержанный, матовый ремешок. Вот это то, что надо. Да, вот это классно. Кстати, а вы знали, что в Best Watch более 30 тысяч часов от различных брендов? Включая, например, японцев, таких как Casio Okeanos, Orient, Seiko, есть и Bulova, есть и часы от различных микробрендов, таких как Spinnaker, есть и настоящие китайцы типа Seagal. Скидки и акции, конечно же, ждут вас. Осень – время для того, чтобы обновить свой часовой сет. Ссылка в описании к этому ролику. Так, здесь у нас, как видите, GMT-шечка, да какая вкусная. Почему? Потому что очень даже хорошо читается. Очень хорошо читается. Ну вот смотрите. Часы, минуты, секунда, дату отметки 6 часов аккуратно вписано. Стрелка GMT на своем отдельном субциферблате с разметкой, все приятно читается. И посмотрите, какой объем. Ну, не уверен, что камера его прям вот настолько передает, но когда вживую смотришь, ты видишь прям этот амфитеатр, потому что где Aviate и GMT автоматик, да, это нижний у нас круг, да, дальше идет разметка GMT, дальше еще один идет такой вот круг уже, это часовая и минутная разметка, часовые метки и вот эти метки 3, 9 и 0, они еще выше, чем основные, еще объема добавляется, дальше стрелки идут, и дальше рант скошенный, на котором города обозначены. Так, что тут? Москва есть, Дубай, Каир, Париж и так далее. И у нас отдельно есть вот там внутренний безель, управляется специальной головкой у отметки 10 часов, простите.
Так что здесь такая GMT-шечка-то удобная для использования. Но объем воздуха сколько и какая читаемость классная. Ёлы-палы, вот ребята красотулечку сделали. Очень нравится. Ну давайте сначала по характеристикам. Значит, внутри у нас Seiko NH34. Вот она, эта красавочка. С кастомным ротором AV8. 50 метров водозащиты, ну для такого плана часов это окей. 2 ремешка кожаные и в комплекте нейлоновый. Сапфировое стекло, посмотрите, какое сапфировое стекло. Моща выступает на пару, а то и больше миллиметров над корпусом. Люминофор на метках-стрелках, стальной корпус. И он тут, знаете, такой прям не заявлено в описании, что с покрытием, но сталь такая прям темная, немножко вот серая. Очень красиво. Сатинирование, зеркальная полировочка по граням ушек. Слушайте, ну вкусняшка какая, елки. Вот как вы угадали, а? Вот как вы угадали, что взять на обзор? Это просто вкуснотища. Вкуснотища. Такое ощущение, что они взяли сталь и как будто бы, знаете, с покрытием, но не слишком ядреным. Но я затрудняюсь предположить, как это сделано, потому что чуть-чуть более темная. Класс. Очень приятное сочетание вот этих полированных и сатинированных поверхностей. Приплюснутая луковичная заводная головка. Аккуратные, достаточно длинные ушки, но не перебор. И ремешок вплотную к корпусу. Класс. Единственное, о чем могу сказать, нет системы быстрой замены ремешка. Хотелось бы его здесь видеть. Тем более 2 ремешка в комплекте. Но по корпусу, по циферблату, по характеристикам и по цене к этому пилоту не может быть никаких претензий. Потому что ну, это просто супер вкусняшенька. 41 мм по диаметру. Высота с учетом... Ну, кстати, стекло здесь выступает на пару миллиметров. 13,4. Без стекла, соответственно, здесь будет ну, ближе к 11. По ремешку сколько здесь? Я думаю, 22. Так. 22, так что любые сторонние ремешки можно ставить. И от ушка до ушка 47. Ну, размеры аккуратные, размеры универсальные, а для пилотов-то и прям то, что нужно. На моем запястье 18,5, вот так это все смотрится, очень аккуратно, удобно. Хорошо, слушайте, хорошо. Ну и раз уж мы про характеристики, не могу не посмотреть, сколько они весят на ремешке на кожаном, да. В 90 грамм, ровно 90 грамм. Ну, то есть на каждый день вполне себе подойдет. Так, ну, по ремешку. Ремешок неплох. Это, конечно, не какой-то там выдающийся ремешок, который вы будете годами носить. Но на первое время, на 3-6 месяцев будет, я думаю, окей. Потом у вас еще есть в комплекте приятненький такой натовский ремешок. Тоже пригодится. Но к этим часам, конечно, можно много всего интересного подобрать. Мне кажется, в базе хорошее сочетание. Очень сдержанное такой серый, темно-серый ремешок с хорошей прострочкой. Аккуратно, приятненько. С этим корпусом, вот с этой вот тональностью корпуса неплохо сочетается. Ну и да, циферблат меня впечатлил. Мне нравится полировка корпуса. Мне нравится, как вот все они к дизайну подошли. И в плане читаемости, конечно, здесь шик и блеск. Кому-то, может быть, они покажутся слишком яркими, но мне кажется, в плане, опять-таки, возвращаясь к читаемости и внимание к циферблату, здесь все супер. Опять же, если вы хотите базовый пилот, там, например, в немецком стиле, ну, их на рынке полно. Хотите что-то такое черное с белыми акцентами, тоже полно. А здесь вот такой достаточно яркий, опять же, при этом технологичный пилот с интересным корпусом, с классной реализацией циферблата, с вот этим вот воздухом, объемом по циферблату. Но все-таки вижу, что камера, конечно, так не передает, но елки-палки, какой он все-таки объемный. Да, на камере такой объем не чувствуется, он более плосковатый, но вживую вот умножьте все это раз в 5. Он очень-очень-очень-очень объемный. Как будто бы некоторые цифры, вот 0, 3 и 9 парят. Шикардос. Слушайте, ну, фирма растет, мне нравится. Этот бренд, он... Раньше они всегда выделялись, да, каким-то необычным дизайном, большим количеством разных версий. Но вот сейчас я чувствую, что они стали допиливать дизайн, если вы хотите. И мне эта вариация нравится. Вот теперь время макро. Здесь вот вы как раз эти
цифры 0,93, видите, получше уже, да, объем больше чувствуется, города у нас здесь есть по внутреннему ранту. Приятно, очень приятно. Корпус хорош. Ну что же, спасибо вам, что проголосовали именно за эту модель. Я, честно говоря, вот, ну, не сразу ее оценил, а вот вживую, конечно, это очень классные часы. Мне кажется, удачная версия, интересный вариант пилота, вот такого необычного, нестандартного, может быть, чуть более яркого, чем все привыкли, но при этом классно исполненного. Поэтому, да, такой лайк Aviate за эту модель. Напишите что-нибудь интересного, может быть, показать из вот таких микробрендов, в том числе на Джуме. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.